Здорово, с вами Алексей. После выпуска видеоролика по первому Манханту в комментариях было много просьб рассказать про вторую часть игры. Я даже сделал отдельный пост в своем сообществе, где спросил, хотели бы вы увидеть видеоролик про вторую часть Охоты на людей. Этот же пост стал рекордсменом по лайкам на моем канале. Даже несмотря на то, что ролик набрал скупые просмотры, так как YouTube его максимально задушил и дал сначала красную монету, лишив меня полностью монетизации, потом желтую, и видос никаким образом не продвигался. Я подозреваю, что с Манхант 2 будет такая же беда, поэтому прошу вас поддержать данный видеоролик лайком, комментарием и подпиской, конечно же. А на этом все, приятного просмотра. Манхант 2 стал самой спорной и обсуждаемой игрой Rockstar за всю историю компании. Буквально вся игра пропитана спорными моментами, странными решениями и так называемой болезнью сиквела. Это когда первый проект авторов, будь то фильм или видеоигра, вышли достаточно хорошими, а вот второй части как будто бы чего-то не хватило, чтобы выйти на уровень первой части или же ее превзойти. Давайте сегодня попробуем разобраться, что же произошло и почему игра буквально переполнена спорными моментами и почему много игроков в свое время могли ее пропустить. Ahead, Danny. Get your head straight and follow me. Head straight, follow you. That's it, Danny. Listen to me, and I'll get us out of here. Но перед тем, как начать рассказывать об игре, я хотел бы поведать вам историю разработки и рассказать о проблемах, с которыми столкнулись Rockstar на момент выхода Manhunt 2. После успеха первой части игры и ее, если так можно выразиться, хайпа, который бесплатно создали вокруг самой игры борцы с видеоиграми, ведь благодаря ним и информационного поля, которое эти самые борцы с видеоиграми сделали, геймеры начали проявлять интерес к Манханту, занося копейку рок-звездам, чтобы посмотреть на симулятор маньяка, который хотят везде запретить. Увидев такую мощную волну обсуждений, прибыль и поняв, что даже можно не вкладываться в рекламу, ведь политики, газеты и новости все сделают за Rockstar, как это было с первой игрой, Rockstar сразу же начали клепать вторую часть Охоты на человека. Изначально игра разрабатывалась студией Rockstar Вена, а затем после закрытия студии в 2006 году была передана Rockstar Лондон. И еще на тот момент планов выпускать игру на ПК у Rockstar не было, поэтому основными платформами для выхода игры были выбраны PlayStation 2, PSP и, на огромное удивление, Nintendo Wii. Как они смогли договориться с Nintendo о выходе игры на Wii, одному только богу известно, но Manhunt 2 считается самой жестокой игрой, которая выходила на консоли от Nintendo когда-либо. Как только геймеры и борцы с видеоиграми узнали, что Manhunt 2 выйдет на Wii, снова поднялась огромная волна обсуждений из-за одной из игровых механик. Так как в Nintendo Wii версии имеется управление вимоутами и вам непосредственно надо принимать участие в казнях, что очень сильно углубляет игровой процесс, но об этом мы поговорим позже. And could become desensitized to violence. The Entertainment Software Rating Board has rated Manhunt 2 M for mature, meaning no one under 17 should be allowed to play or buy it. Manhunt 2 is made by the same company, Rockstar Games, that created the controversial and popular Grand Theft Auto titles. В итоге игра вышла на консолях 29 октября 2007 года, а до ПК рынка игра добралась аж в 2009 году. Но выход игры был очень тернист и сложен для Rockstar, потому что буквально через пару дней после анонса игры, без показа каких-либо игровых кадров, она начала быть на заголовках всех газет. А на Rockstar было подано несколько исков в суд. В частности, иск от родителей убитого 14-летнего Стефана Пакира его 17-летним другом Уорреном Лебланком, который расправился с ним в парке в Лестере. 17-летний подросток под предлогом погулять заманил жертву в парк, а затем нанес ему многочисленные удары молотком и заколол ножом. Родители Стефана считали, что Лебланк подражал правилам видеоигры Manhunt, в которой нужно совершать изощренное убийство. Мать погибшего ребенка заявила, что Лебланк был просто одержим Манхантом, и из-за этого и произошла трагедия. Женщина призывала буквально запретить продажу и распространение видеоигры от Rockstar, хотя суд родителей с адвокатом Джеком Томпсоном проиграли за неимением веских доказательств причастности игры к преступлению, и дело закрыли. К тому моменту игра в Новой Зеландии уже была запрещена, а в той же Англии у игры был возрастной рейтинг 18+, что просто-напросто не позволяло 17-летнему парню покупать Manhunt, а уж тем более играть в него. Затем следует заявление от политиков о запрете игры еще до показа ее первых кадров и их озабоченность из-за того, что Wii-версия будет иметь интерактивный характер. Одним из таких стал генеральный прокурор штата Флорида Билл Маккулум. И сразу же после поднятия осуждений и обсуждений игры и такого черного пиара для Rockstar
происходит еще один спорный момент. ESRB, американское, и BBFC, британское рейтинговое агентство, заочно отказались выдавать игре возрастной рейтинг, что буквально поставило под сомнение выход самой игры на прилавках в магазинах и буквально обозначало запрет игры еще до ее первого показа. Но Rockstar все же добились своего под предлогом того, что такая политика лицемерная, ведь фильмы такие как Пила могут быть в прокате, а вот Manhunt 2 не может. В итоге ESRB оценила игру 18+, что ударило по продажам игры, ведь такие гиганты в США как Walmart или GameSpot, чтобы сохранить лицо компании, они просто не могут продавать игры 18+, на своих прилавках. Затем последовал еще один удар. Sony, Microsoft и Nintendo также отказались выпускать игру у себя на платформах в США, и это буквально запретило игру во всем мире. В итоге Rockstar, подумав, решили изменить немного содержание игры, сделали небольшую цензуру и все же добились рейтинга 17+ в США, что снова вызвало много вопросов к рейтинговой системе, и также такие сенаторы, как Хиллари Клинтон, например, очень сильно давили на ESRB, но те были непоколебимы в своем решении. В Британии через королевский суд Rockstar добились рейтинга игры 18+, и спустя целый год только игру разрешили продавать в Британии. В итоге игру не допустили во многих странах в продаже, таких как Ирландия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Новая Зеландия, Германия и Австралия, где Rockstar сами решили даже не пытаться продавать игру, так как первая часть там не прошла проверку на цензуру. Затем спустя пару лет игру запретили и в Англии, и как вы понимаете, сейчас в Европе и США игру просто-напросто не купить, а на Твиче за ее стримы вы получаете перманентный бан. Ну а YouTube, как я ранее сказал, скорее всего снимет мне монетизацию с этого видеоролика. Но теперь давайте перейдем, собственно говоря, к самой игре и выясним, стоило ли бороться Rockstar за Manhunt 2. И давайте поговорим про геймплей, ведь геймплей это самая спорная часть второй части Охоты на людей. Как я ранее уже сказал, буквально вся игра трещит по швам от спорных решений и геймплейных моментов. Основная механика, которую нам презентуют буквально в самом начале игры, и за которую игроки полюбили первую часть Манханта, а именно механика казни, была немного изменена. Хотя нет, даже не так. В целом она осталась такой же, но с вкраплениями QTE, которые работают, мягко говоря, плохо. По крайней мере на ПК-версии. Если раньше вам надо было подойти к противнику, дождаться пока триггер сменит свой цвет на зеленый, оранжевый или красный, чтобы получить ту или иную казнь, например, зеленый обозначал поспешное убийство, желтый более жестокое и красный там вообще была полная чернуха. Так вот, вам надо было дождаться, пока триггер сменит свой цвет и, собственно говоря, наслаждаться расправой. Но тут же из-за QTE вам надо иногда дергать и вертеть мышкой в разные стороны. И если на Wii это смотрелось хорошо, органично и даже приносило некий новый игровой опыт, то на ПК и PlayStation 2 это выглядело странно и в то же время замедляло и отвлекало вас. Благо QTE можно было вырубить в меню и просто наслаждаться красиво сделанными анимациями казней. Также в игре с геймплейной точки зрения добавилось много казней с окружением. Они выглядят круто, все так же мясисто, и делая их, возникает невольная ассоциация с игрой под названием Каратель, который был неплох в свое время, и я его несколько раз также проходил. Но жаль, что для проведения таких казней вам не надо было как-то продумывать свой маршрут, завлекать противника или пытаться воспользоваться возможностью раскатать очередного доходягу на катке, убить в стоматологическом стуле или же затолкать какой-то огромный дилдак резиновый в горло очередному бедолаге. Если игра в каком-то моменте дает возможность такое провернуть, то будьте уверены, что противник в 90% случаев будет стоять к вам спиной прямо напротив места проведения экзекуции. В вашем арсенале стало доступно намного больше оружия, и также стали доступны казни с применением огнестрельного оружия, которые с точки геймплея смотрятся глупо, так как если вам надо пройти участок тихо, то, наверное, не стоит расшибать чуваку голову с дробовика в упор. Выглядит прикольно, но в контексте игры это смотрится немножко странно. И как бы возможно это круто не смотрелось и игралось, но именно огнестрел перенял у стелса ключевую роль в игре. Нет, действительно, шутерной механики очень много, буквально пол игры вас вынуждает стреляться, и это очень вымораживает, особенно на контрасте с первой частью, где стрелять вам приходилось не то чтобы часто, но упор делался не на шутерную механику в первой части, а на стелс непосредственно.
Кстати говоря про стелс, Rockstar действительно попытались его разнообразить. Добавили многоуровневость на локациях, и теперь вы можете пройти мимо противников под полом или же сверху. Благо новые механики в виде паркура также это позволяют сделать. Теперь просто так отсидеться в тени у вас не получится, ведь запускается мини-игра на манер той, что была в «Как достать соседа» и Until Dawn, где нам надо удерживать курсор в определенной области, которая летает по экрану. И на локациях появились места, которые издают громкий звук, что позволяет вам пользоваться этим звуком и убивать противников в открытую с минимальным процентом обнаружения. Но если вас обнаружат, а бывает такое часто, потому что мясо, которое должно быть разделано, в любой момент может резко обернуться, и вам придется драться с противником в открытую. Хорошо, что Rockstar сделали ближний бой во втором Манханте жизнеспособным, и драться проще и приятнее, нежели в первой части. Проходя второй Манхант, у вас нету мотивации жестоко расправляться с противниками, как это было в первой части. Вас никто не заставляет жестоко убивать на камеру и делать максимально противные вещи, отчего сама концепция оригинальной игры в геймплейном плане просто отсутствует. Все, что вы делаете и как расправляетесь с противником, зависит только от вас. И поэтому в геймплейном плане игра очень спорная. Ведь вы начинаете играть в нее в интересном сеттинге, ходите по атмосферным локациям и кайфуете от прокачанного стелса. И в какой-то момент игра начинает скатываться в коридорный сраный шутер от третьего лица с укрытиями. А также отсутствие мотивации, как в первой части, делает игру очень спорную в некоторых моментах. Например, зачем так жестоко убивать людей? Если в этом нету, в принципе, вообще никакой потребности. Жестокие убийства ради жестоких убийств, и все. Также из этих факторов складывается ощущение, что у игры нету преемственности с первой частью. Вся хоррор, снав атмосфера и антураж в Охоте на Человека 2 были просто-напросто потеряны. А у первой части оставалось в то же время много сюжетных дыр и недосказанностей. И после прохождения оригинала, люди, садясь за игру во вторую часть, мягко говоря, расстраивались из-за того, что игра так сильно поменяла свое направление и концепцию большого интерактивного снаф-муви. И даже до сих пор многие хейтят такой ход. Лично мне также хотелось бы узнать, кто такой мистер Насти из первой части, встретить того же Кэша и снова ощутить ту атмосферу снаф-фильма. А по итогу мы имеем историю про раздвоение личности и психопатию в максимальном ее проявлении. И как бы странно это ни звучало, сюжет — это самая целостная и интересная часть игры, которая буквально удерживает вас до конца. Действие самой игры Manhunt 2 происходит в городе Каттенмауф и в паре эпизодов за его пределами. Эксперимент секретной лаборатории привел к катастрофической ошибке, где главный герой, доктор Дэниел Лэмп, был заперт на 6 лет в частной психиатрической клинике под названием Диксмор, суперсекретной организации под названием Проект, которая также выступает в роли спонсора сверхсекретного наркотического оружия, над которым работали Лэмп и доктор Пикмен. Но из-за непогоды неожиданный шторм вырубает электричество в лечебнице, что приводит к открытию всех дверей палат и восстанию психбольных пациентов. Дэниэль знакомится с Лео Каспером, который с радостью учит Лэмбо убивать. Дэнни и Лео единственные, кто остались в живых в этой лечебнице. И в итоге мы узнаем, что Дэнни и Лео — это один человек, и чтобы разобраться во всем, надо найти Пикмена. Но несмотря на то, что неожиданный поворот с раздвоением личности мы можем предугадать почти сразу после начала игры, за главными героями и их противостоянием с целым миром, а затем друг с другом, интересно следить. А сюжет Manhunt 2 можно считать одним из лучших сюжетов Rockstar, наверное, потому что его писал не Дэн Хаузер. Danny isn't here. Leo. Where's Daniel? I'd like to have a word with him. This is about what I want. Сам же эксперимент, на который подписался Дэниел в начале, это обычная промывка мозгов. По типу настоящей реальной программы ЦРУ под названием МК Ультра. Рекомендую, кстати, ознакомиться с материалами по поводу МК Ультра, интересно их почитать. Возможно, найти какие-то интересные факты об использовании МК Ультра в настоящем времени, чем многие конспирологи и занимаются. Эта тема до сих пор поднимается в играх, книгах и кинематографе. Самый простой пример — это Call of Duty, а именно ее подсерия под названием Black Ops. Этот же эксперимент в игре был нацелен на то, чтобы создать вторую личность, идеального солдата, у которого нету ни моральных принципов, ни ценностей, которого можно буквально включать и выключать по щелчку пальца у себя в голове. За участие в этом эксперименте Дэнни должны были заплатить много денег, которые покроют долги его семьи. Но тот сходит с ума, убивает свою жену, и у него в голове начинает жить психопат
Лео, который навязывает свои мысли и учит Дэнни убивать. В игре имеется две концовки, одна из них хорошая, а вторая уже не очень, и зависит она от того, насколько много и как жестоко вы расправлялись со своими противниками. И лично я не считаю хорошую концовку каноничной, потому что в такой игре как Manhunt не должно быть хорошего финала, и мы не должны сочувствовать главному герою, который убил всю свою семью, полицейских, которые просто выполняют свою работу. И если в первой части те хотя бы были коррумпированы, то тут мы их убиваем просто так. Обычное гражданское население, людей, защищающих свои дома и семьи, выходя на нас с лопатами, когда мы ходим у них по дворам. И по сути большую часть игры мы вырезаем ни в чем не повинных людей. И скажите мне, пожалуйста, зная эту всю информацию, как можно переживать и сочувствовать такому персонажу? И из-за этого и теряется основная концепция Манханта, которую Rockstar заложили в первую часть. А именно игра, где нету хороших персонажей, где все ублюдки, которые достойны смерти, и которые ни в коем случае не должны получать искупление за грехи, которые они совершили раньше. Даже Джеймс Эрл Кэш, главный герой первой части, вызывает отвращение, так как чтобы заработать смертную казнь в США, это я не знаю, что надо сделать. И как вы уже поняли, игра выдалась достаточно спорно, как в плане медийном, так и в игровом. Хороший сюжет, средний геймплей и упущенный потенциал. Так я могу описать эту игру. Rockstar потеряли много, когда отказались от идей первой части и постарались сделать совершенно другую игру с другой атмосферой, но и использовать старые механики и названия для хайпа. Ведь уровень жестокости и безысходности во второй части Manhunt в разы меньше, и это заставляет задуматься, действительно ли это Manhunt 2? Или это другая игра под названием интерактивного FNAF Movie? С момента выхода игры геймеры и фанаты спорят об этой игре. Даже хорошие оценки игроков и критиков на момент выхода игры рождали споры. Ведь фанаты оригинала ругаются с фанатами второй части из-за полного различия игр. А игры серии Manhunt часто всплывают в новостях и до сих пор банятся во многих странах мира. И если брать в расчет все обсуждения, споры и скандалы до и после выхода игры, то Manhunt 2 официально та игра, которая стала одной из самых обсуждаемых и спорных игр за всю историю геймдева и самой спорной игрой Rockstar. А на этом все. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, оставить свои комментарии. Какая ваша любимая игра Rockstar или же какая ваша любимая игра серии Manhunt. А на этом все. Всем удачи и до новых встреч.